Мы, в общем, покинули наш хостел и уже, можно сказать, покидаем город, ну, центр города. И идем, я договорился в Инстаграме с одним чуваком, который строит себе дом где-то тут в лесу из поддонов и глины. И я напросился к нему в гости посмотреть, как это вообще выглядит. Зацените, какой вид сзади, да? Четенько. А тут какой вид, а? Мы уже около часа топаем по дорогам, вот таким дорогам, и пришли на развилку. Налево пойдешь, с горы найдешь, и направо пойдешь, то же самое найдешь. Я налево. И остановка. Тоже какая-то ферма. Прям напротив коров. Короче, мы уже прям подходим туда, куда мы шли. Тут немножко как будто среди степей какой-то оазис жизни, человечьей жизни. Тут вообще какие-то вот окна в пол модные. Домик не очень модный, а окна в пол модные. Манать! Ну это вообще контентище. Тут стоит вагоны. Охренеть или не охренеть? О, нас встречают. Ха-ха-ха. Оля! Оля! Ой, muy calor. Родриго. Hola, Nadia. Andrés, adelante. Ох. Caro, mi señora. Hola. Надя. Интересно, тут ребята живут. Дамиан. Андреа. Карл. Andrés. Оля. Ты посмотри. Обалдеть, это их вагоны? Ту трейн. Си? Ahí está. Перо. Bicicleta con baldes, Угу. carpa, las bicis. Угу. Сейчас попробую рассказать вам о жизни этой семьи из того, что я сам понял. Помимо того, что сейчас они живут в достаточно экстремальных условиях, они еще и экстремальные путешественники. Они ездили в Боливию на велосипедах всей семьей. То есть Андрес, Каро, дети и еще 6 или 7 их животных, собаки и кошки, которых они везли с собой в прицепах и сумках на велосипедах. Это больше 1000 километров отсюда. И таким же способом они вернулись обратно. Еще и по пути подобрали еще одну бездомную собаку. При этом не похоже, что у них есть удаленный доход или большой запас денег. Я вообще не представляю, как они преодолели эту дорогу туда и обратно, что ели сами и как кормили животных. В дороге на одном из велосипедов разорвался металлический руль. Они починили его при помощи палок и проволоки и продолжили путь. Андрес показывал мне весь свой инструмент для ремонта велосипеда, там всего несколько ключей. О, вот эту собаку они привезли из Боливии, маленькая щеночка. А этого сейчас.
это он сейчас ездит вот так вот на велосипеде. Он бисиклету? Си, он вот так вот на велосипеде ездит, пожалуйста, в корзиночке. А, это тоже хочет. О, гранде, перо. Тоже хочет проехать. Вот его с Боливии привезли маленьким щенком на велосипеде с Боливии. Él viaja. Веха? Él viaja también. ¿Cuántos años? Un año también. Un año. Ahí Un año? Sí, Веха? Un año no Un viejo. año no веха. Por favor, репетируем. el Ребята. gato viaja hace un año con nosotros en la bici. Bicicleta. Ahí es. A ver si encuentro la foto. Кот путешествует год на велосипеде. Ого, Мы путешествуем меньше, чем ваши животные. точно. Y esta. Viajamos menos que sus animales. ¡Oh! Gracias. Bicicleta, sí, nosotros viajamos en esta. Вот камеру, которую мы купили. Угу. Угу. Eres un maestro brillante, ya que puedes reparar una bicicleta con tantas herramientas. Poco y nada. Acá vivir? Ellos. Viva. Ellos? Sí. Sí? Sí. Ahí le mostramos. Ahí le mostré. Ребята там живут. Место, где они сейчас живут, это какая-то заброшенная железнодорожная станция. И я так понял, что здания поблизости тоже когда-то принадлежали железнодорожному предприятию. А сейчас в них живут люди. Андрес, Каро и дети Хулиан и Дамиан поселились в этой железнодорожный вагон, и так как в нем зимой было невероятно холодно, они вчетвером за неделю построили рядом домик. Из деревянных поддонов и глины. Крышу накрыли тентом. Одна неделя, да, чтобы собрать из... Одна неделя? Да, Ого. конструировали. Из поддонов и глины. Ого. Ага. Vidrio de auto. Auto, sí. Гранде? Sí. Muy grande. А, так, Большое окно ну. от автомобиля. Plástico. Пластику, sí. Sí, Tierra. de tierra. 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 Vivo. Techo vivo. Techo vivo. También es. Muy lindo techo. Sí. О, это вот вход. Muy lindo Прикольно. система. Система. Recíproco. 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 Recíproco, sí, Sí. sí. Что mirar, miro recíproco система. Я даже забыл по-русски, как эта система называется. Но она, видите, как сама на себе держится. Это, в общем-то, распространенная система в таких домиках. Но я просто не помню, там сложное такое название. Ну, так люди живут. О, тут даже кухня есть. Внутри стоит кровать, диван, газовая плита и дровяная печь-ракета. Говорят, что зимой здесь достаточно тепло. А, так там даже печка. Chiquita y rendidora. Угу. Ну, такая маленькая печка. Угу. Chiquitita. Арболь, ака, Todo ramitas. рамитас, Todo ramitas. фаер. Sí, sí. Estando por acá. Cierro y. А так как сейчас уже тепло, дети живут отдельно в вагоне, а Андрес и Каро в домике. И вот этот вагон, который здесь стоит. И здесь живут вот два парня. Крыша. Ну короче, это грузовой вагон, видите. Он перекрыт крышей. Стоят книги, игрушки, вещи, типа шкаф. И тут, видимо, вторая кровать. И тоже книги, газовый баллон. Охренеть, колонка. И такое окошко. Ага. Мьюзик. Гранде. Гранде мьюзик. Как у меня есть шотенгу. Шотенго. Ту тенга соляр панель. Sí, pero muy chiquitito. Muy chiquito, маленький. Change Sí, sí. phone, sí? Sí, sí. А, La cultura en Facebook.
Где-то она там. Окей, no, Bueno, окей, sí. Placa chiquitita, А, ага, batería ага. chiquitita. Аккумулятор. Вот как это все работает, да? Súper chiquita. Мгм. Y ahí podemos enchufar. Мгм. Воду провели, видимо, от соседей. Электричества нет. Телефоны заряжают от маленькой дешевой солнечной панели и автомобильного аккумулятора. Холодильника для хранения продуктов, соответственно, нет. То, что стоит на улице, используется просто как полки, а еду готовят каждый раз свежую. У них есть временный душ-туалет, но они сейчас строят более удобный санузел рядом с домом. Также на территории у них есть несколько грядок. Они выращивают петрушку, рукколу, лук, мяту, календулу и вроде даже маты. Любимый аргентинский напиток. Hojas son para ensalada. М. Perejil. Como nombre? Perejil. Perejil. Это петрушка. Русия петрушка. Мгм. Петрушка. Петрушка. Перехиль? Perejil. Перехиль. Y allá mostré las acelgas. Y... Bueno, esto es, ¿cómo es, papi? rabanito. No, Что это такое? Что no comprendo. А, No comprendo. мята. Rúcula. Рукула. А, Рукула. руккола. Рукола. Это не, Руккола. Твоя, это не твоя, руккола. твоя. Y esto es verdeo, Лук. cebolla de verdeo Cebolla. Сибоша. Сибоша. y acelga. М. Después acá tengo más rabanitos. Estos son rabanitos. Это я не знаю, что такое. Мгм. Bueno, acá hay más perejil. Y acá están saliendo caléndulas. Календула. La caléndula que se come la... Фармасия. Sí, Фармасия. sí, sí. In Русия календула. Sí. Календула. A ver. Vale. Muy rico. М. Para el mate. Es para Mate. el mate. Sí. Трава для маты. Все говорят, что с работой в Аргентине в целом очень плохо. У Андрея и Каро нет никакой постоянной работы, но это не значит, что они ничего не делают. Андрес показывал мне фото, которое он раньше делал на фотоаппарат. Lo que nadie quiere ver. Ого. Это фотографии разные. Это уличные фотографии, показывающие то, что никто не хочет видеть. Мгм. Ну, то, что ты снимал, было. Немножко пересели сюда и пьем чай вот из таких баночек Стрит-фотограф. Sí. с этой стороны дома. Интересен персона. Personaje. Персонажи Андрей, все. фотографы показывает No puedes. нам фотографии. Еще были No. животных, макросъемка снимал. Да, это фотографии, которые никто не хочет видеть. Мгм. Naciste en Argentina? Sí, sí. Sí. Где? Вот украшение, смотри. А, вот украшения принес. Ух ты! Какие! Это сережки. На данный момент, как я понял, основной источник их дохода — изготовление и продажа на ярмарке украшений ручной работы. Плетеные браслетики, серьги, подвесы. О, еще здесь. Ух ты. Вон сколько. Ух, о! О! Как много тут. А, это колечки. Тоже из проволоки. О! А это вот браслетики. Тоже такие. Это все на ярмарке ребята продают. М. Ой, это из бусин, эти деревянные. О, мой, мучо. Mucha producción. Sí, mucho producción. Sí? Ого. А, eso. Es para el pelo. А, это косички. Угу. Какой-то камушек на дороге. Кстати, мы такие находили камушки. Прикольно. Ля натураль.
Sí, piedras naturales. Mucho viento, viento, viento. Ты слышишь? Мой Надь? линд. А? Они из Мар-дель-Платы. И они приехали сюда. И они говорят, что в Мар-дель-Плате Y frío, viento y frío. бьенто и фрио, холодно и ветрено. И они приехали жить сюда. Pero no frío como Rusia. Rusia es frío mucho. Руссия и фрио, и колор. Руссия гранде каунтри. Гранде. И отро клима. Claro. Туми? Ребята мне подарили браслетик. И сейчас Родион будет выбирать себе. Ашер Шиган Крузделехе Sí. Меркадо Este Ah, sí, sí. Sí. Feria. Фере? Фере. Ашер Ayer. Си? Sí, ayer estábamos allá. Bien día Más o menos Sí, más o menos. Vendimos esto. Vendíamos. А, Estos paquetitos, así. Vendemos. Вента. Este Claro. А, Cereal. Ustedes Acer No, 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 me lo no. dieron. Ah, Para. compro Claro. Sí, y revendo. compre y vendo. Compro y vendo. Más español vos Ah, que ella. Ella no tanto. Poco español. poco español, más Sí, я... шо Ты лучше знаешь. mucho Ты лучше знаешь испанский, чем я, да? Вот это я поняла. Переведи. Каролина вяжет крючком, я тебе покажу. А, Еще Каро вяжет женские купальники и платья в стиле хиппи. прикольно. Также она умеет лепить скульптуры из глины. Хулиан и Дамиан рисуют прикольные картинки. Бухар. los dos. Los dos. Sí. Ого. Ahora, И Эль. sí. Ahí trae los dibujos de. Это у него рисунки. О, это карикатуры. Messi. Месси? Месси. Месси. Ага. Ese es mundial argentino. Este bien. Диет ковбой. Кстати, они всерьез увлекаются пермакультурой и умеют строить дома из натуральных материалов. Так что если кому-нибудь в Аргентине нужно построить такой дом, то можете написать Андресу в Инстаграм. Тенго. Parece burro. Parece burro. Orejas de burro. Бура. Orejas grandes. Чао. Un gusto. Он густая. Все, мы пошли с ребятами, попрощались. С одними. Сейчас с другими будем прощаться. Нам ребята нашли кабанью, чтобы мы там переночевали. Завтра в Крузделехе поехали. Bueno, Nos nos vemos. vemos. Gracias. Чао. Чао. Все, ребята, проводили нас. Офигенно нам с этими ребятами повезло. В общем, когда мы сказали, мы сейчас пойдем, мы стали искать варианты какие-то, хостелы. У меня телефон 1% остался. А на Надином мы, конечно, ищем хостелы, но ничего не находим, дешевого нету. Короче, эти ребята позвонили куда-то и нашли нам вот 30 тысяч песо. Вот такой домик, в общем-то. Мы ночевали по 24 песо за 2 персоны, да? По 12 тысяч песо за персону. А здесь мы платим просто 30 за двоих. И у нас, по сути, то есть вообще свой домик. Вот, ну и, конечно, встреча была с ребятами очень интересная. Интересные ребята. Это было не интервью, достаточно спонтанные такие просто гости.
спонтанная встреча. И люди вот без работы, они ездили в Боливию, жили там, и потом вернулись обратно в Аргентину. Ну, для меня это прям просто подвиг нереальный. И это, конечно, для меня вообще, очень необычный опыт, очень необычное знакомство. И это для меня пример очень сильных людей, которые выживают вот в такой обстановке. Vamos, Чебурашка. Vamos. Se hace famosa en Rusia. ¿Cómo era? El desierto. Atacama. ¿Qué es eso? El desierto. Ah. ¿Cómo es? México. Мехико, си. Чебурашка. Чебурашка.